Дамы и господа, наш самолет готов к посадке. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Благодарим за внимание. Попасть в Дубай в коронавирусное время не так-то и просто. Нужно иметь на руках отрицательный тест на коронавирус на английском языке, без которого вас просто не посадят на самолет. Затем, по прибытию в аэропорт Дубая, нужно сдать здесь тест, в этом аэропорту. И в течение суток вам на телефон должна прийти смс-ка вот такого плана. Dear Dmitry, your COVID-19 test on 16/05/2021 at T3 Dubai International Airport reported that your result is negative. Please stay safe and healthy. Вот там где-то проходит монорельс. И сегодня по этому монорельсу мы попробуем добраться до Бурдж-Халифы. А я начинаю свою прогулку от моего отеля к монорельсу. Тут вот такая выделенная дорожка специальная. К побережью не пройти. Пока камни. Пальма Джумейра – крупнейший в мире искусственный архипелаг, который состоит из островов, образующих пальму. Таким интересным образом правительство расширило собственную береговую линию с количеством дорогих отелей, которые тут расположены. Красивого цвета вода, изумрудная такая. Ну, тут прохладнее, чем там по дорожке по солнцу идти. Приятно, но по камням, конечно, не походишь долго. Самый дорогой и известный пятизвездочный отель на Пальме называется Атлантис. Вот он, наш монорельс. В помещениях в Дубае только в масках. Такой билет на монорельс стоит 20 дархам в одну сторону. Сколько мы проедем? 5 станций. Ждем поезд. Эти двери откроются, когда он приедет. Следующий поезд через 4 минуты. Прибывает наш поезд. Да. Кондукторы здесь тупо охлаждаются под кондиционером. Проверять билеты не у кого. Никто в такую жару не хочет. Очень мягкие, удобные кресла, как диван дома. Стоит отметить, что поезд не управляется машинистом, полностью автоматический. Можно тут сесть спереди, почувствовать себя машинистом. Красота какая! Больше всего ты, конечно, радуешься тому, что спрятался от солнца и находишься в помещении с кондиционером. После выхода из монорельса надо идти сюда по зеленой линии. Тут Dubai Train. Также и обратно. Если возвращаться на Пальму, монорейл, и по синей линии прямо туда до монорельса. Вот уже отсюда видно остановку трамваев. И все это не выходя на улицу под кондиционером, от монорельса до трамвая. Okay. We go to no cards. Regular. Single trip. Okay. Two Two zones. zones. You check here. So it has the zones. These are the zones. So it Burj Khalifa, Dubai Mall. These two zones. So you come here, press two zones. Okay. And then number of trips because you are going and coming back. So it will be two. Going and coming. So it will be 14 dirhams. 14 dirhams. Here is the place you put your money.
wait for the ticket to be issued. This is the ticket. Right. And then it will give me My coins. your points now. So that's how it is. So again, you need to come here, check in from here. Yeah. No, not yet. Check in, okay. So when you reach Dubai Marina, you check out again. And then when you go to the metro, you check in the metro, and then you go to Dubai Marina. This card I can use in metro Yes. and tram. Yeah. This one, no pay anything. You will go to Dubai Mall and come back with this card. All day. Yeah. No. Only going to Dubai Mall and coming back. Thank you. You're most welcome. Будем добираться до Дубай-Марины. Даже с плохим знанием английским тут все для туристов. Все вам помогут, даже билет купят. Вот мы и на трамвае. Трамвай, в отличие от монорельса и метро, тут с водителем. Хоть кто-то мне компанию составит, а то я совсем один здесь. Вагоны для детей и женщин, в которые лучше не заходить. В общественном транспорте Дубая, так же как и в московском общественном транспорте, есть бесплатный Wi-Fi. Следующая станция наша Дубай-Марина. Все написано, все везде стрелочки показано. Комфортный переход в метро. Даже кому лень ходить, есть такие прямые экскаваторы. Тут можно посмотреть, какой мы сделали путь. Наш отель где-то здесь. Пешком до Atlantic Aqua Venture. На монорельсе до трамвая, потом до Дубай-Марины. И теперь наша цель Бурдж-Халифа. Вот тут даже рост для детей. Так. Опа. Не обманул меня дяденька, который помог билет купить. В метро Дубая не все вагоны одинаковые. Есть вагоны для женщин и детей. Есть серебряные вагоны для обычных пассажиров. Также есть Gold. В вагоне Gold могут ехать только пассажиры, оплатившие Gold. Там кожаные сиденья, подлокотники, больше места для ног. Для нас это роскошь, поэтому мы поедем в серебряном. Вот и наш поезд прибывает. Вагон для женщин и детей не загораживается какой-либо дверью. Просто тут написано, что для женщин и детей. Отсюда видно знаменитый отель в виде паруса Бурдж-Аль-Араб. Все станции дублируются на английском, как и в московском метро. Температура во всех поездах, станциях и переходах поддерживается в районе 20 градусов, что спасает жизнь в таких суровых условиях, когда на улице плюс 35 и выше. Поезда метро Дубая управляются автоматикой, то есть без машиниста ездят. И все наземные, то есть это не классическое метро underground, не под землей. The next station is Business Bay. Что касается коронавируса, то тут нет контролеров, которые проверяют ношение масок. Но все пассажиры добросовестно следуют рекомендациям.
Вот он, красавец, Бурдж-Халифа. Это здание видно практически из любой точки Дубая. Гуляя по Дубаю, глядя на всю эту роскошь, трудно поверить, что 50 лет назад здесь ничего не было. Это был портовый городок на берегу залива, не было всей этой роскоши, ресторанов, пляжей, пока здесь не нашли нефть. Понимаю, что ресурсы нефти здесь не бесконечные. Власти Дубая сделали упор на развитие туризма, экономики и не прогадали, сделав Дубай самым богатым городом Аравийского полуострова. В масках абсолютно все. Даже такая жара не повод отказываться от такого удовольствия, как ходить в маске. Что радует в дубайском метро, помимо того, что здесь прохладно, так это еще то, что здесь есть туалеты на каждой станции. В общественном транспорте Дубая нельзя пить, есть и даже жевать жевательную резинку. Нельзя проносить алкоголь ни в закрытом виде, ни в пакете, никак. За это все штраф 100 дирхамов. Купить проездной в метро Дубая или другой общественный транспорт можно только за дирхамы. Так что нужно заранее поменять валюту. Доллары тут не примут. Наш отельчик. Вот пляж выделили. Пляж для купания огорожен. По огороженной территории все очищено от камушков. Маленьких, больших поставлена сетка, чтобы злые рыбки не заплыли, не покусали. А вот полетели парашютисты. Такое удовольствие стоит $500 попрыгать с парашюта здесь. Здесь уже отчетливо видно отель в виде паруса Бурдж Аль-Араб. И слева от него даже видно Бурдж-Халифа. Давайте посмотрим температуру воды. Наша рыбка здесь уже лежит 34-35 градусов. Почти как и температура воздуха, так что даже особо не заметишь разницы. Охладиться тут не получится, если только утром или вечером. Побережье Дубая выходит в узкий Персидский залив, а Аравийский полуостров, на котором расположены Эмираты, перекрывает доступ к океанским течениям, поэтому вода здесь нагревается очень быстро
летом и не остывает уже до октября. Оптимальное время для отдыха в Дубае считается период с октября по апрель. В это время температура воздуха здесь держится от 24 до 30 градусов, а вода прогревается до 25 градусов. Здесь уже очень некомфортно, жарко. Без кондиционера выжить невозможно. Даже когда ты плывешь в воде, твоя голова потеет, как будто тело в ванне горячее, а голова при этом в сауне находится. Мне здесь уже некомфортно. Чтобы вы понимали, многие предпочитают отсиживаться около бассейнов, так как вода здесь реально прохладнее, чем в заливе. Вечером в Дубае уже комфортная температура для прогулки, пробежки, занятий спортом, но желающих не видно. То ли из-за ковида, то ли из-за того, что не сезон, то ли из-за того, что все сидят в ресторанах где-нибудь в центре там.